То есть Израиль основали украинские евреи. Ну и где во всей этой истории Запад, спрашиваю я вас? Вашингтон, Тель-Авив, Израиль переписывают историю Украины под новый хазарский каганат, готовят к воспитанию новых, толерантных людей, создают новую идеологию. Святая Троица, Англия, США и Израиль получают экономический гешефт от разорения Украины. Так же, как когда-то от нападений и разорения Северного Израильского царства Иудея пережила большой экономический скачок, обогатилась, увеличив за 2-3 десятилетия свое население. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Эпоха X. И сегодня мы разберем тему «Израиль пишет новую историю Украины». Итак, 22 ноября 2015 года, за 7 лет до начала СВО, на площади Независимости в центре Киева прошел митинг, названный организаторами «Народным Вече». На митинге говорили о желании создать новое правительство и необходимости смены власти. Некоторые ораторы высказывали антисемитские лозунги, как указывается в Википедии на тот момент, среди них Тарасенко. Хватит терпеть эту власть во главе с президентом Вальцманом, спикером Гройсманом и прочей жидовской швалью. Александр Борзенко. Идет война, страшная война. Мировой сионизм хочет переселить на Украину весь Израиль, весь. И все к этому готовится. Вся эта война для того, чтобы взять и переселить сюда Израиль. Поймите это. Это их задача. И кровь наших сыновей ничего для них не стоит. Значит, наши русские братья на Украине знали, что мировой сионизм хочет переселить на Украину весь Израиль еще за 7 лет до войны. А президент России, значит, не знал. Разведка не доложила. И про иудейскую войну на Украине не своими руками не зря, получается, спели 5 лет назад, в 2018 году, украинские евреи команды КВН «Веселый писец» о новой стране Израиль-Украине, что страны эти находятся на одном меридиане. Реве та стогне Дніпр широкий, і на Дніпрі стоїть Дніпро. тут наши корни, Тут истоки, а между ними, кстати, строится метро. Увидишь все ты с этой точки, и даль, и ввысь. І ширину. А если встать тут на носочки, увидишь ты одну страну. Ах, это странная страна, где заблудились времена и сохранились семена, и притаились письмена, и где бросают семена, и где случается война. Хоть иудейская она, Хоть шестидневная она, ах, это пряная страна. Так удивительно юна. Всего ей 70. Привет! Плюс 3-4 тысячи лет. І учить мир історія. И учит мир историю. То, что прошел достойно Эрец Исраэль, И что прошла при этом через Израиль. тут Авраам родил Исаака, А тот Якова родил. За эти годы было всяко. Народ тут жил, Хоть иногда ходил, бродил. и рассмотрев все заявления, И проведя закрытый торг,
Всевышний выделил им землю. И был подписан двусторонний договор, что та и эта сторона все обязательства, что на себя готовы были взять. готовы будут выполнять. Они и сеять, и пахать, И чтоб при этом не вздыхать. И плюс пустыню орошать. И плюс кашрут не нарушать. Плюс врагам давать люлей. Не только на своей земле. Научный поднимать престиж. Готовить вкусно рыбу фиш. на место ставить весь он. И плюс, и плюс, и плюс. А он? А у него лишь пункт один. Не может быть. Один. Какой? Простой. Чтобы их хранить. Стоим на расстоянии взмаха, хоть путь от нас до вас большой. Адон Олам, Ашер Малах. Поймет в Днепре Практически любой. поймем и слово, и молчание, поймем улыбку и печаль. И автомат, что за плечами. Кто, как не мы? Кто, как не мы, поймет сейчас. Ах, это близкая страна, и каббалистская страна, и модернистская страна, Где истина и где стена. Где средиземная волна. и где небес голубизна ложится на снегоголам. И где живой Иордан. А море мертвое прежде. Все содомские секреты И хранили. здесь, наверное, где-то ждет конец на света. Но конкретных данных нету. Это добрая примета. Так что будем жить и веселиться до тех пор, пока он не пересмотрел Спасибо. договор. Страна хай-тека и Талмуда не обогнуть, не обогнать. О, сколько нам открытий чудных Нам подарить А в крайнем случае продать. Шлем поздравления всем коленям. Днепровский Хахсамеах вам. У нас так много параллелей. у нас один меридиан. Украина и Израиль – один меридиан. По сути, одно целое. Украинский академик Сергей Ефремов отмечал, евреи, как известно, живут в тесной связи с украинским народом. Они даже не соседи, как большинство других народов, но неотъемлемая часть народа, веками на украинской земле живущего. Эту тему я начала раскрывать на Бусти вместе с нашими подписчиками на Бусти. Уже частично рассказала и в «Тайне забвения» Ивана Грозного, и «Возмездие Хануки». И дальше мы продолжим раскрывать эту тему более подробно и глубоко на Бусти. Когда в России бушевала пандемия, 2020 год был богат событиями для еврейской общины Украины. В 2021 году прошел третий по счету Киевский международный еврейский форум. По инициативе Еврейской конфедерации Украины стартовал исследовательский проект Тель-Авивского университета по изучению истории украинской еврейской общины.
Вот что сказал о украинской газете «Еврейская панорама» президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Европейского и Всемирного еврейского конгрессов Борис Ложкин в статье от 4 апреля 2021 года, которая называется «Украина в 2021 году станет центром притяжения внимания евреев всего мира». Борис Ложкин, цитата. «На Украине находятся корни очень многих современных евреев. Эти факты широко известны, но не лишним будет еще раз о них напомнить. До 1900 года на территории современной Украины проживала четверть всего еврейского населения, и у нас была самая большая еврейская община. В Украине зародился хасидизм. Украинские корни есть у многих и многих еврейских гениев в науке, литературе, искусстве. Украинские евреи сыграли, пожалуй, решающую роль в проявлении Израиля. Зев Жаботинский, или у нас он в России известен как Владимир Евгеньевич Жаботинский, родившийся в 1880 году в Одессе Российской империи, как поэт, публицист, фельетонист, лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов, создатель еврейского легиона и организации Иргун и Бейтер. Вот так вот за фельетонистами и прозаиками русско-еврейскими скрывались такие деятели, видные сионизма. Так вот, Зев Жаботинский был идеологом, говорит Борис Ложкин, образования независимого еврейского государства. 4 премьера, 2 президента Израиля имели украинские корни. Или Исраэль Белкинд, руководитель молодежной еврейской организации «Белу» из Харькова. Он в 1882 году первым прибыл в Эрец-Исраэль, с него фактически началась первая алия. То есть Израиль основали украинские евреи. И таких примеров масса, говорит Борис Ложкин. Поэтому интерес евреев к Украине – это не что-то сверхновое. И я рад, что мы постепенно возрождаем и общину в Украине, и ее роль в еврейском мире. Эрец-Исраэль – святая земля. Я немного напомню вам об этом. Начиная с эпохи Второго храма, понятие Эрец-Исраэль становится синонимом земли обетованной. Историческая область в библейское время завоевания израильтянами. Это первая книга Царств 13-19 указывает на это. И как они считают, если они отжали эту землю, то она принадлежит им. Фактически же, географически она относится к Северному Израильскому царству. Об этом повествует вторая книга Царств 5.2. Один из библейских эпитетов земли Израиля, данных ей уже евреями, ее заселившими, дочь Сиона. Согласно Библии, земля обетованная принадлежит Яхве. В Ветхом Завете утверждается, что Израиль, это собирательный образ евреев, получил свою землю не по заслугам, но в качестве дара Господня. Об этом повествует Второзаконие, книга, глава 1, 36 и другие, а точнее особого договора с ним. И рассмотрев все заявления И проведя закрытый торг, Всевышний выделил им землю. И был подписан двусторонний договор. На Киевском еврейском форуме в сентябре 2020 года спецпредставитель США по вопросам антисемитизма Эллен Карр проводил данные исследования авторитетной международной компании Pew Вашингтон. По данным этой компании, в Украине к евреям положительно относится 83% населения. Но я говорю по правилам русского языка, как это принято на Украине.
а не новоделы. Так вот, это 83% населения, к которым положительно относящиеся на Украине. Это самый высокий показатель в мире. Антисемитизма на Украине практически нет. Ложкин отметил, что Еврейская конфедерация Украины и МВД Украины в 2018 году заключили соглашение о совместной работе по мониторингу и пресечению подобных действий, и с тех пор их работой мы полностью удовлетворены, отметил Ложкин. Отныне Украина – безопасная страна, Богдан Хмельницкий и Бабий Яр не повторятся. В мире с 2016 года, надо отметить, действует общее юридическое определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста. Количество стран, принявших это определение, постоянно растет. К октябрю 2020 года, как отмечает Борис Ложкин, его приняли в Албании, в ноябре присоединился даже Всемирный совет имамов, самое авторитетное объединение мусульманских лидеров. Украина же, отметил Ложкин, до сих пор членом этого альянса памяти жертв Холокоста не стала. Поэтому участие в международных организациях – это важно, если мы хотим, а мы хотим быть частью цивилизованного мира, отмечает Борис Ложкин. Надеюсь, в ближайшее время Украина к альянсу все же присоединится, заключает он. В год 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра предписание меморандума между правительством Украины и мемориальным центром было, на взгляд Ложкина, одним из самых серьезных событий 2020 года. Украина долго к этому шла, и, наконец, такой мемориал на месте самых массовых расстрелов времен Холокоста появился. Причем не просто мемориал, это комплекс должен стать чем-то вроде израильского Яд Вашем, образовательным и исследовательским центром по изучению истории самой трагедии. Чем больше мы узнаем о ней и расскажем, тем меньше шансов на повторение таких чудовищных расследований. Это я все цитирую президента Еврейского конгресса Украины. Но, правда, рассказывая о Холокосте, евреи и президент Еврейского конгресса Украины Борис Ложкин почему-то скромно умалчивают о самих причинах Холокоста. Ребята, вы должны понять, проблема Холокоста. Когда получился Холокост? Из-за немецких евреев. Почему? Они все были Ханс, они все были Фриц, доктор Фриц Абрамович. Ну, звучит красиво. В Америке Стюарт Коэн. Что это за идиотизм? Что это за идиотизм? Они все захватили все главенствующие позиции в стране. Идешь к врачу — еврей, к адвокату — еврей, бухгалтер — еврей, парикмахер тоже еврей. Все евреи, только евреи, архитекторы евреи, все евреи, в Бундестаге заседают евреи. Немец говорит: сколько можно терпеть этих тварей, не хочу. И тогда, когда появляется Махшмо Зихро Гитлер, все вступают в нацистскую партию резать евреев. Почему? Потому что еврей отказался от себя. А вся идея сионизма — это то Махшмо Зихро Герцель, Теодор Герцель, Махшмо Зихро Лаат. Мы хотим жить в стране, где нам больше никто никогда не напомнит, что мы евреи. Это вся его философия. Ничего еврейского не должно здесь быть. Когда основывали наш город Кармиель, старейшины города поклялись, что здесь никогда не будет ни одной синагоги. Ну, как вы думаете, у них получилось? Здесь даже Бет Машех есть. Вот он. Бет Машех, часть 3-го храма. Это отвращение умножается еще больше, если не еврей понимает, что еврей пытался обмануть его, говоря, что он еврей, ты уже сделал сионистский гиюр. Тогда как Бог Израиля смысленно установил, что это не так.
Ничто не вызывает в сердце Гоя ненависти к еврею, как то, что его обманывает и дурачит еврей. А это тоже дурачит, говорит, ты уже все, ты уже наш. Ребе называет наше поколение Холокоста. Трагедия научила нас. Насколько ошибались те, кто жил заблуждением, что можно что-то получить, льстит нееврейскому миру. Президент Еврейской конфедерации Украины посетовал, что евреи до сих пор в Бабьем Яре не имеют возможности помянуть жертв по иудейским традициям чтением поминальных молитв. Поэтому рассматривается проект строительства там мемориальной синагоги. На что корреспондент еврейской панорамы, газеты еврейской панорамы спрашивает: считаете, что украинцы должны покаяться? Нет, ни в коем случае, отвечает Борис Ложкин. Я убежден, что каяться может только непосредственный исполнитель, а вешать ярлык вины на всю нацию – это неправильно и несправедливо. Тут я полностью согласен с Эли Визелем, лауреатом Нобелевской премии мира, прошедшим Освенцим и Бухенвальд. Он говорил, что выступает против коллективной ответственности, так как сам принадлежит к народу с клеймом коллективной ответственности. По сути, из подобных коллективных обвинений и рождается ксенофобия в любом проявлении. И антисемитизм, по-моему, имеет ту же природу, отмечает Борис Ложкин. Речь идет не о покаянии, как он сказал. Достаточно просто признать, что подобные факты были. В конце концов, евреи тоже не святые, и у евреев достаточно своих мерзавцев, как говорил Зев Жаботинский. И среди тех, кто осуществлял Голодомор, и среди основателей ГУЛАГа, кстати, про Голодомор, все время русских обвиняют в Голодоморе, обращаю ваше внимание. И среди основателей ГУЛАГа были и евреи, и русские, и украинцы, и латыши, и другие. Плохой человек не имеет национальности. В конце сентября 2021 года Украина стала центром притяжения внимания всего еврейского мира. Это действительно так. В 2021 году, как я уже говорила, исполнилось 80 лет памяти жертв расстрелов в Бабьем Яре с начала массовых казней, унесших жизни более 100 тысяч человек, большинство из которых были евреями. После этого памятного осеннего события, еврейского Нового года Рош ха-Шана и светских общепринятых новогодних праздников, в канун Хануки, праздника мести, началось СВО. Напомню, расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру выполняла зондеркоманда 4-го Айнзандгруппы С под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля при поддержке 45-го и 330-го батальонов немецкой полиции полка полиции Юг. Эти подразделения были усилены подразделениями украинской вспомогательной полиции и поддержаны местными коллаборационистами, местными жителями, которые добровольно сотрудничали с противником на оккупированном территории. Если следовать логике Михаила Финкеля, то мстить сегодня за Бабий Яр украинцам, безусловно, есть за что. Скажу лишь, что украинцы – это русские в границах древнерусского государства, подвергшиеся ассимиляции, как я уже говорила, в результате захвата этих земель в свое время хазарским каганатом. Так вот, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Европейского Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин рассказал также о проводимом на Украине проекте «Праведники моего города». В разных регионах Украины, в конкретных городах и селах, именами праведников народов мира называются улицы, площади, скверы, устанавливаются таблички с описанием подвигов конкретных людей. А в школах проводятся уроки памяти, на которых изучается история Холокоста и история противостояния Холокосту на примерах их же земляков.
Почему люди рисковали собой и своими семьями ради спасения часто незнакомых евреев? И за что, собственно, всех евреев, целый народ приговорили к смерти? Именами праведников на Украине уже названо около 30 улиц. Это, конечно, капля в море, говорит Борис Ложкин, учитывая только официально признанных в Яд Вашем более 2600 украинских праведников. Но процесс продолжается. В одной только семье православного священника Александра Глаголева 9 праведников. Они спасали евреев не только в Бабьем Яре, но и во время погромов 1905 года. Бессмысленно говорить евреям об антисемитизме или Холокосте, о том, что каждый из них знает с детства. Об этом нужно рассказывать всем остальным, говорит Борис Ложкин, причем не через призму защиты евреев, а с точки зрения глобальной угрозы. Антисемитизм – лишь пример ненависти. Интересные рассуждения, не правда ли? Хотя о другом примере ненависти, такие как Пурим, Ханука, нам почему-то не рассказывают. И эта ненависть культивируется, но при этом мы об этом совершенно не знаем, не в курсе. Ну, в общем-то, проект праведников – это еще один масштабный проект, который реализуется сегодня на Украине с Тель-Авивским университетом. Восприятие в мире Украины и евреев в ней долгое время находилось в плену, кстати говоря, устоявшегося стереотипа этакого советского монолита. Украинская еврейская история от советской не отделялась. Мы же, говорит Борис Ложкин, хотим выделить исключительную историю совместного проживания евреев и украинцев, их обоюдного влияния друг на друга, говорит Борис Ложкин. Как пример зарождения хасидизма в Украине или первое письменное упоминание Киева, которое было сделано на иврите в первой половине X века. И это только письменное упоминание Киева. Общая же украинско-еврейская история еще старше, говорит Борис Ложкин. Профессор Симха Голдин, который будет курировать научную часть работы в Тель-Авиве, утверждает, что история еврейской общины Украины была не только самобытна. Она оказала влияние на весь еврейский мир. Группа ученых как раз и займется исследованиями этой истории. И я уверен, что скоро мы узнаем много нового, интересного о наших предках, еврейских и украинских. Вот такие выступления Бориса Ложкина в еврейской панораме в украинской газете. Ну и где во всей этой истории Запад, спрашиваю я вас? Вашингтон, Тель-Авив, Израиль переписывают историю Украины под новый хазарский каганат, готовят к воспитанию новых, толерантных людей, создают новую идеологию. Подготовленная их руками война на Украине, с одной стороны, это месть за Бабий Яр и погромы Богдана Хмельницкого, СВО началось в Хануку. С другой стороны, зачистка бывших древнерусских территорий от тех казаков, которые могли бы повторить погромы Хмельницкого и Холокост Бабьего Яра, как те, что созвали в 15 году на площади Независимости в центре Киева народные вечи, призывая покончить с сионизмом на Украине. Не зря же проводились исследования антисемитских настроений на Украине американской международной компанией Pew. Должны понять, что мы с Америкой действительно не будем воевать. Но они заставят вас напасть на нас, и вам конец. Вот это вот должны понять. Им нужна маленькая война. Война начинается внезапно, в 4 утра. Ваши города будут бомбить чужие самолеты. И ракетами пропашут все ваши базы. Я уже говорил много раз. Есть план ограниченной небольшой войны на территории Украины. Поэтому сейчас они отказывают Украине во вступлении в НАТО. Они пытаются ее отдельно столкнуть с Россией путем
совершения каких-то действий против русских. Я этот сценарий читал в 2010 году. Я этот сценарий читал в 2010 году. Главный удар будет наноситься на территорию Украины. Америка не будет воевать. Провокации – это предвестники той самой большой страшной войны, Третья мировая. Все вписывается в этот сценарий, чтобы начать эту войну. Война против России обязательно, а дровами будет Украина. А дровами будет Украина. Я вас предупреждаю, что ситуация архиопасна. Сценарий – начать войну чужими руками. Не американцы, не англосаксы. Немножко, может быть, немцев подтолкнут. И они не хотят. В любом случае, украинскую армию подготовили. Это их сценарий. Это не мой сценарий. Это они пишут. Я это давал как прогноз. У них все документы уже готовы. Зеленский – последний президент Украины. И в этом прогнозе, что Зеленский последний президент Украины, я с Владимиром Вольфовичем Жириновским, пожалуй, соглашусь. Той веселый, пышущей Украины, которую мы когда-то знали. Год назад, 8 мая 2023 года, правительство Украины и американская корпорация BlackRock подписали соглашение о создании Фонда развития Украины. Формально целью соглашения является привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. На деле, как всегда, зазеркалье означает завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства от чернозема до электросетей. Киев предполагает, что таким образом он расплатится по долгам. На деле богатейшая из советских республик переходит в собственность транснационального капитала. Для этого и для безопасного проживания нового племени израильского и нужна была затяжная война. Помните, как Янукович говорил? Вы читали хотя бы условия для вступления в Евросоюз? Заморозить заработные платы, заморозить пенсии, повысить коммунальные платежи, повысить пенсионный возраст. Короче, там перечень чего. І от він говорив, ви хочете, щоб я на це пішов? Я на це не піду. Коли ми станемо сильною країною, тоді будемо думати, щоб нам условия не ставили, щоб туди вступити. Как-то так. И вот, когда сейчас вы говорили, вот Межигорье там, там Межигорье было вообще мелочь по сравнению с тем, что берется сейчас у вас, у людей, то, что вы будете отдавать. Я вижу там в интернете сильно много довольных, что нам помощь подписали. Ну и дебилы. Харьков и Запорожье, готовьтесь, так и будете получать, если они еще не успеют туда дойти. Ну дойти они, конечно, туда не так быстро. Ну ракеты будут летать по всей Украине. Не хотят же, суки, останавливаться. Ну а если дойдут, то ракеты, ребята, это Харьков особенно, это вообще будет вообще ни о чем. Ракеты это навезется, люди, я не знаю, почему они радуются, навезется много железа, и это говорит о том, что, ну, 60 миллиардов, понятно, что останется там в Европе, но суть-то не в том, железо, металла натянется сюда, а боестолкновения будут еще, значит, затяжная война. О чем это говорит? Опять много разрухи, много покалек, много потерянных жизней, много инвалидов. Чему вы радуетесь? Если бы нам эти недокончиты не помогали, ваши недопартнеры. А потом все землями у нас заберут. Уже забирают. Янукович же подписал закон о продаже земель по 10 тысяч гектар, что, ну, такие умные люди говорят, что через подставные лица вся земля уйдет за границу. И вы думаете, им нужен этот чернозем конченый? Да никому он просто вывезется чернозем и все. А тут будут ресурсы добывать и делать тут каждый свои интересы. Либо захоронки будут тут делать. Я же говорю, Европа нам будет помогать столько, сколько ей это будет выгодно. А потом в итоге посмотрим. В любом случае стол переговоров будет, ну, я не знаю. Я не Ванга, но, сука, скорее всего, подъелят, так как они говорили, так как говорил Жириновский тогда, что куда отойдет. Вот и все. Но я просто не могу понять. Я же говорю, смотри, я читаю в интернете, смотрю, люди довольные.
нам подписали допомогу в долг у страны, которая уже банкрот минус 100. Вась, пошли сюда. И это же навезется вам металл. Это же ваши родные будут дохнуть. Ваши друзья, сослуживцы и все остальное. Чему вы радуетесь? Вы думаете, с населением Украины в 20 миллионов можно перебить 30-миллионную армию? Мобилизационный ресурс у России 30 миллионов. Жителей 141 миллион. 30 миллионов, вот смотрите, вы положили, наши пацаны положили 500 000. И никогда гниды не мыкайте. Мы. Что вы, сука, сидите по тылам и мыкаете, мрази, особенно шмары. Мы, пермо, что ты, сука? Ты сиди там и свои закрой вместе со своей Европой. Или, мразь, будешь мыкать, туда, вивози ранених ребят з-під обстрілів, і тоді будеш микати, і будеш казати, що ми йдемо в Європу. А тут, мразь, сиди, значить, і закрой свої гнида. Любая, каждая шмара, сука, закройте свои. Вот и все. Чему радуетесь, я не пойму. Навезено куча металла, затяжная война будет. Чему радоваться, я вообще не могу понять. Ну, глупые люди, недоумки, что я, тупое стадо барана. Варчик, пошли. То же самое могу сказать и о российских бойцах. Нам и русским на Украине эта война не нужна. Почти 500 000 украинцев уже погибли на этой войне за Украину. Ах, это странная страна, где заблудились времена и сохранились семена, и притаились письмена, и где бросают семена, и где случается война. Хоть иудейская она, хоть шестидневная она. Но они не были в курсе условий займа сионистской компании BlackRock, по которому 30% самые плодородные земли в мире, хлебная корзина Европы, уже до этого была продана американским компаниям DuPont, Cargill, Monsanto. Including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about the Islam condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. Да, у них есть стратегия. В 2020 году Федеральная резервная система США избрала американскую международную инвестиционную компанию со штаб-квартирой в Нью-Йорке BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства. BlackRock – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Основана в 1988 году 8 человеками во главе с теперь уже американским финансистом Лоренсом Дуглом Финком, родившимся и выросшим в еврейской семье. Помимо зачистки территории от потенциальных защитников земли, как во времена Богдана Хмельницкого, Святая Троица, Англия, США и Израиль получают экономический гешефт от разорения Украины. Так же, как когда-то от нападений и разорения Северного Израильского царства, Иудея пережила большой экономический скачок, обогатилась, увеличив за 2-3 десятилетия свое население Иудеи более чем в 2 раза. Чоловік от пише коментарі: ми боремося за те, щоб не бути рабами. Я воюю з 2014 року. Ну, действительно, есть много военных, они бронелобы. Ну, а то шло 8 лет,
ты же сам, если ты с 14 года воюешь, ты же сам все видел. Как технику можно было бы с 14 года разбить всю с самого Славянска, подавить их. Как Минские соглашения были, когда вам запрет стрельбы с Киева шел, а те наши отводили технику, те подтягивали. Как котлы были Иловайский и Дебальцевский. Иловайский котел, когда гнида Порошенко устраивал парад техники в Киеве, а вам говорил, что подмога йде. Как люди лечатся за свой счет, приезжают и до миллиона тратят. Ну, это еще такие, я просто более серьезных не знаю денег, которые люди тратили. Ну, значит, это на уровне таких ранений. С 14 года. Сейчас вообще Конституция на паузе. Я не знаю, ну, нравится тебе сидеть, там, чтобы ты не был. Ты раб уже есть, раб крепостной. Если ты сидишь там с 14 года, военное положение вводится всего на 90 суток. Депутаты заявляют, что демобилизации не будет, надо было Конституцию читать, прежде чем идти на войну. Видите, когда я говорил, что демобилизации не будет, вообще ее не будет до окончания войны. Но люди говорили, что это российский агент. Вы просто порылись. Больные люди. С 14 года он воюет. Печально, что ты воюешь с 14 года. Я не знаю, я на это, это... Люди ходят, наслаждаются, с ней сидит в окопах, те там наживаются, ты сидишь там, втыкаешь. А только когда, я же говорю, когда приезжают сюда с тяжкими ранениями, когда кинуты на произвол, когда людям, те говорят, вот на нас, смотрю видео, там человек говорит, ну на нас вообще, типа, потом забудут про нас. Да за вас уже забыли, вы что, не видите отношения, после войны-то вообще вам еще на голову высунутся. Я никогда не забуду, как николаевские люди рассказывали, что люди без ног, без рук, десантники. Люди даже маршрутке места не уступали. Сейчас вон человек говорит, визочек подъезжая, маршрутка типа опусти трал, или как он называется. Он говорит, он не работает, закрывает дверь и поехал. Всем уже на вас. А вы не видите, вы что, сами не видите? Ну, увидите, когда приедете с тяжелыми ранениями и посмотрите, как быть кинутым на произвол не только владою, а и социумом. Поэтому я так и высказываюсь, что надо береги себя, свою семью и живи детям своим. Я вот когда пацанам говорил, ну вот ты едешь, чтобы они не пришли сюда. А если, говорю, тебя не станет, кто будет твоих детей растить? Чужой дядя будет твою жену и деток твоих растить. Растить своих детей надо. Если эти, пускай эти договариваются, я не знаю, как по-другому сказать, потому что вот лично я себя куском мяса не считаю. Вообще не считаю. Мне там, что у меня нету власти, мне что у меня нету Геленвагена. У меня есть одна жизнь, которая дана мне матерью и Богом. И я буду ценить и любить эту жизнь. И чтоб какая-то мразь у меня ее насильно забрала за какую-то недовойну, за какую-то недоевропу, за глупых людей, которые сидят тут и не идут. Я буду подыхать. Будут мне рассказывать. Вы что, твари, кусок мяса нашли? Да пошли вы, ссать я на вас всех хотел. Да, грустно все это. Недавно я наткнулась на одном из подроликов, комментариев одного из украинцев. И я хотела бы вам его зачитать. Прощайте, русские, казахи, грузины и все остальные наши братья. Не повторяйте ошибки украинцев, не продавайте себя и свое прошлое Западу. Нас уже не спасти, спаситесь вы, объединяйтесь и уничтожайте Запад вместе. Иначе вас ждет наша судьба, судьба Украины. Только здесь, правда, одна поправочка. Не Запад, а мировой сионизм. Именно за спиной Запада спрятаны сегодня США, Израиль и Англия. Остальные так, разменная монета. По-моему, чувак, нас кинули. В мене є країна, я її любив за волошки очі. Люди, кораблі, я з нею разом. Півжиття прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-на, най-на-на, на-на-на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. І ржа
криваві кораблі. Ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас, тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас. Нас таких багато, не тільки я один. Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди. Хай шукає щастя інший хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом